Всем привет! Сегодня приготовим невероятно вкусный яблочный пирог. Очень простой в приготовлении с большим количеством яблок. Для начала приготовим бисквитную основу. Вбиваем в миску яйца. Желательно, чтобы они были комнатной температуры. Когда яйца комнатной температуры, они намного быстрее и лучше взбиваются с сахаром. Добавляем ванильный сахар, либо щепотку ванилина. Всыпаем сахар и начинаем взбивать на средних оборотах миксера. Когда сахар начинает растворяться, увеличиваем скорость миксера на максимальную и взбиваем примерно 4-5 минут. Масса должна увеличиться в объеме примерно в 3-4 раза и посветлеть. При желании на данном этапе можно натереть цедру лимона либо апельсина, поскольку лимонный бисквит очень классно сочетается с яблоками. Далее во взбитую массу добавляем растительное масло без запаха и аккуратно перемешиваем снизу вверх ложкой либо силиконовой лопаткой. Долго вымешивать не нужно, нам нужно просто немного смешать масло с массой. Далее мы смешиваем разрыхлитель с просеянной мукой, хорошо перемешиваем и просеиваем муку с разрыхлителем в нашу яично-сахарную массу. И также снизу вверх аккуратно вмешиваем муку в нашу массу. Можно это делать ложкой, либо силиконовой лопаткой, как вам удобнее. Можно вообще с помощью венчика вмешать муку в тесто. Вот такое достаточно густое бисквитное тесто у нас должно получиться. Далее необходимо нарезать яблоки. Я яблоки очищаю, поскольку они у меня из магазина. Если у вас домашние, можете кожуру не снимать. И нарезаем маленькими квадратиками. Если хотите, то яблоки можно нарезать также и слайсами. Сорт можно использовать абсолютно любой, но лучше по вкусу использовать кислые сорта. И быстро приготовим сверху нашу посыпку из песочной основы. Нам необходимо смешать просеянную муку, сахарную пудру, либо же сахар и добавить холодное сливочное масло. И далее все очень просто, нам нужно все это перетереть в песочную крошку. Можно это сделать с помощью блендера. Я использую стеклянную форму диаметром 30 сантиметров. Я ее устилаю пергаментом, чтобы потом было удобнее достать пирог. Уже заранее включила духовку на 180 градусов, она нагревается. Выкладываем тесто на пергамент, либо же на форму. Если у вас нет пергамента, можете просто смазать форму сливочным маслом и присыпать мукой. Разравниваем тесто максимально ровно и выкладываем яблоки. Если вы любите корицу, на данном этапе к яблокам можете присыпать немножко корицы. И сверху я посыпаю все это песочной крошкой. Этот пирог по вкусу очень напоминает классическую шарлотку, но вот эта песочная крошка делает его более изысканным на вкус и интересным. Духовка уже нагрелась до 180 градусов, и я отправляю пирог примерно на 25-30 минут. Время, конечно, может отличаться, зависит от мощности вашей духовки. Готовый пирог должен полностью остыть в форме. Проверить готовность можно с помощью зубочистки. Она должна полностью сухой выходить из пирога. Когда пирог остыл, можно его нарезать и подавать к чаю, либо же кофе. Посмотрите, какой он получился. Прекрасная бисквитная основа, большое количество яблок и песочная крошка.